традиционной йогической и духовной практике считается, что у человека есть 7 основных чакр в тонком или астральном теле, или теле жизненной энергии, лежащие в основе физического тела и расположенных вдоль позвоночника, начиная от основания и до вершины головы. В йоге развитие системы чакр подчинено прежде всего духовному развитию, а их активация позволяет достигнуть более высоких состояний сознания, ведущих к пониманию истинного «Я». Некоторые учения и системы включают большее число чакр или выделяют дополнительные центры энергии, но 7 основных считаются наиболее важными. 7 основных чакр расположены вдоль позвоночника и связывают физическое и духовное здоровье. Вот их название и местоположение. Муладхара, корневая чакра, расположена в основании позвоночника. Ее основная функция – обеспечение чувства безопасности, стабильности и заземленности. Она связана с нашим физическим телом, материальным миром, базовыми потребностями и выживанием. Благодаря корневой чакре человек ощущает связь с Землей, уверенность в своих силах и способность справляться с повседневными задачами. Баланс и гармония корневой чакры способствуют ощущению стабильности и внутреннего равновесия. Свадхистана, сакральная или висячая чакра, расположена примерно в области нижней части живота. Она отвечает за эмоциональную сферу, сексуальность, творчество, удовольствие и межличностные отношения. Она способствует развитию чувствительности, наслаждению жизнью и выражению своих эмоций. Также сакральная чакра играет важную роль в сексуальной энергии и способности находить радость в бытовых и духовных аспектах жизни. Манипура – чакра солнечного сплетения. Чакра солнечного сплетения или манипура расположена в области плексус солнечного сплетения и считается 3-й по счету из 7 основных чакр. Ее основная функция связана с личной силой, волей, уверенностью и энергетической саморегуляцией. Основные функции чакры манипуры включают управление личностной силой и волей, способствует развитию самоуверенности и способности принимать решения. Энергетический обмен и метаболизм влияет на пищеварительную систему, обмен веществ и уровень энергии. Эмоциональный баланс помогает управлять стрессами, страхами и тревогами. Самовыражение и контроль над собой способствуют развитию идентичности и способности реализовывать цели. Энергетическая защита и мотивация обеспечивает внутреннюю силу для преодоления препятствий. Баланс этой чакры важен для общего самочувствия и гармонии между телом и духом. Ее разбалансировка может проявляться в виде проблем с пищеварением, низкой самоуверенностью или эмоциональной нестабильностью. Анахата – сердечная чакра, связана с сердцем и областью груди. Сердечная чакра Анахата занимает центральное место в системе энергоцентров человека. Ее основная функция – это развитие любви, сострадания, гармонии и эмоциональной открытости. Она служит связующим звеном между нижними чакрами, отвечающими за базовые потребности и личную силу, и верхними, связанными с духовностью и сознанием. Конкретные функции сердечной чакры включают
выражение безусловной любви и сострадания, способность чувствовать и проявлять искреннюю любовь к себе и другим, эмоциональное равновесие, помощь в управлении чувствами, преодолении обид и обидчивости, гармонизация отношений, способствует развитию доброжелательных и уважительных взаимоотношений с окружающими. Открытость и прощение помогает отпускать прошлые обиды и принимать других такими, какие они есть. Физическая функция. Считается, что сердечная чакра связана с сердечно-сосудистой системой и дыхательными процедурами, поддерживая здоровье сердечной мышцы и легких. Балансировка и активация сердечной чакры способствуют формированию внутреннего чувства любви, радости и гармонии, а также улучшает эмоциональное и физическое здоровье. Вишудха – горловая чакра, расположена в области горла. Она отвечает за аспекты коммуникации, выражения себя и творчества. Ее основные функции включают коммуникация и выражение мыслей, способность ясно и четко выражать свои идеи, чувства и потребности, слушание и понимание окружающих, умение внимательно слушать других и воспринимать их слова, творческое самовыражение, воплощение своих идей, творчества, искусства и личный стиль, обмен информацией и честность, поддержание открытого и искреннего диалога, эмоциональная прозрачность, способность делиться своими чувствами, не боясь критики или осуждения. Здоровая горловая чакра способствует гармоничному общению, внутренней честности и уверенности, выражении своих мыслей и чувств. В случае блокировки или дисбаланса могут возникать трудности с коммуникацией, страхи публичных выступлений, ощущение подавленности или неспособность выразить себя. Аджна – чакра третий глаз, расположена между бровями. Чакра третьего глаза аджна считается центром интуиции, духовного видения и просветления. Ее основная функция – связь с высшими уровнями сознания, развитие интуиции, ясновидения и внутреннего знания, мудрости и духовного прозрения. Эта чакра помогает воспринимать информацию за пределами чувственного восприятия, способствуя самопознанию, духовному развитию и обнаружению истины. Ее баланс способствует ясному мышлению, проницательности и способности видеть скрытые аспекты реальности. Сахасрара – коронная чакра, расположена на верхушке головы. Коронная чакра Сахасрара считается центром духовного пробуждения, сознания и связи с высшими измерениями. Основные функции коронной чакры включают связь с высшими уровнями сознания, обеспечивает доступ к духовной мудрости, интуиции и соединение с божественным источником, предоставление духовной осознанности, помогает понять свою истинную природу и смысл жизни, обеспечение энергетического потока, служит входом и выходом для космической энергии, которая наполняет все тело, балансировка духовных аспектов личности, способствует развитию внутренней гармонии и просветлению, поддержка осознанности и медитации является узлом, через который человек может установить глубокий контакт с духовными практиками. В целом, коронная чакра помогает человеку обрести чувство единства со Вселенной и развивать духовное сознание.
Дополнительные чакры. Помимо 7 основных чакр в духовных и энергетических традициях существует концепция дополнительных, высших или энергетических центров. В некоторых системах и учениях количество дополнительных чакр и энергетических центров может достигать 12, 14 или даже больше. Например, некоторые учения называют 14 главных чакр, включая дополнительные центры за пределами тела, такие как надсатвенные или астральные чакры. Также существует концепция 12 или 14 меридианов и энергетических центров, которые выходят за рамки основных 7. Эти дополнительные чакры играют важную роль в системе энергетического баланса человека. Также в некоторых традициях выделяются праны или дополнительные энергетические точки, которые помогают сосредотачивать энергию для медитации и исцеления. Например, чакры рук и ног, отвечающие за целительскую энергию и восприятие мира через тело. Вышние или трансовые чакры, расположенные на верхушках головы или за пределами физического тела, которые связаны с высшими уровнями сознания и космической энергией. В системе духовных учений, особенно связанных с йогой и энергетическими практиками, понятия «вышние» и «трансные» чакры встречаются в контексте расширенного восприятия энергетической системы человека. Трансовые чакры – это термин, который, как правило, используют для обозначения особых энергетических центров или состояний, связанных с глубокой трансформацией сознания. Они могут включать в себя более высокие энергетические уровни, выходящие за пределы базовых чакр, и ассоциируются с состояниями транса, расширенного восприятия, духовного просветления или исцеления. В некоторых традициях считается, что эти чакры помогают достигать высших уровней осознанности и соединения с космосом или божественным. Вышние чакры – это, как правило, верхние энергетические центры, расположенные над традиционной системой чакр, к примеру, за пределами 7 чакры Сахасрары. Они связаны с проявлением божественной энергии, высших духовных смыслов и космического сознания. В некоторых учениях их также называют божественными чакрами или высшеэнергетическими центрами, поскольку они выходят за рамки восприятия обычного человеческого опыта и связаны с трансцендентальным состоянием. Таким образом, трансные чакры – это особые энергетические центры или состояния, связанные с трансформацией и расширением сознания. Вышние чакры – это высоко расположенные энергетические центры, связанные с духовным соединением, божественным началом и высшей реальностью. Эти понятия часто встречаются в эзотерических и духовных практиках, где акцент делается на расширение сознания и достижение единства с универсальным источником – Абсолютом. Важно отметить, что количество и расположение дополнительных чакр варьирует в зависимости от системы, традиции или вероучения. Их роль обычно предполагает расширение сознания, усиление интуиции, духовного роста и гармонизации с окружающим миром. Концепции. В индуизме и буддизме концепции чакр являются важной частью духовных учений, связанных с энергетической системой тела.
Традиционные учения обычно описывают 7 основных чакр, расположенных вдоль позвоночника, начиная с Муладхары, корневая чакра, и заканчивая Сахасрарой, тысячелистником. Учения, в которых рассматриваются расширенные системы чакр, более 7. Это тантрические учения в индуизме и буддизме. В тантрических направлениях индуизма, особенно в шиваизме и шива-йоге, а также в шактизме, разрабатываются более сложные схемы энергетической системы. Там встречаются модели с 12, 14 и даже более чакр. Например, в некоторых тантрических текстах описываются 12 основных чакр или центров, расположенных вдоль тела. Некоторые школы считают, что существует более 20 или даже 32 чакры, включая дополнительные энергетические центры за пределами тела, связанные с сакральными местами и духовными уровнями. Кундалини-йога. В традициях кундалини-йоги, области индуистской тантры, существует расширенная система чакр, которая включает в себя не только 7 основных, но и дополнительные, ассоциированные с разными уровнями сознания и астральными телами. В некоторых интерпретациях встречаются системы с 12, 14 и более чакрами, среди которых могут быть добавлены центры для духовного развития, световые центры или энергетические узлы, связанные с определенными мистическими или эзотерическими практиками. Учение буддийского тантризма. В тантрическом буддизме, например, в Ульне, представлены модели с расширенной системой чакр, включая дополнительные центры, связанные с бодхисаттвой или другим уровнем просветления. В большинстве традиционных учений основные чакры – это 7. Расширенная система с 12, 14 и более чакрами связана с эзотерическими и тантрическими практиками, а также с личными интерпретациями духовных учений. Многие современные индуистские и буддийские школы практикуют тантру и йогу, используют расширенные модели для более глубокого понимания энергетического и духовного развития. Таким образом, расширенные системы с дополнительными чакрами присутствуют в тантрических традициях индуизма и буддизма, особенно в практиках, связанных с тантра-йогой, такуя, киматхе и другими эзотерическими учениями. Эти модели не являются универсальными для всех школ, а скорее представляют собой особенные интерпретации, используемые в определенных практиках и традициях. Функции. В индуизме и буддизме концепция чакр представляет собой систему энергетических центров, расположенных в теле человека, и их расширенная, более сложная модель включает множество дополнительных чакр, более 12-14. Ниже представлены основные функции и значения таких чакр в расширенной системе. Первое. Общие принципы расширенной системы чакр. Каждая чакра связана с определенными аспектами физического, эмоционального и духовного состояния. Расширенная система включает дополнительные чакры, часто расположенные выше обычных 7, а также ниже и по бокам, связывая их с различными уровнями сознаниями и энергии. В индуизме и буддизме эти чакры помогают в духовной трансформации, расширении сознания и достижении просветления. Второе. Чакры с 12, 14 и более. Их функции. Белая или сияющая чакра, например, Вишудха или выше,
связано с просветлением божественной сути, высшими уровнями сознаниями, ясностью и космическим знанием. Открывает канал для божественной энергии, помогает в духовной коммуникации и выражении истинной природы. Чакра Надх обычно расположенная около вершины головы или за ее пределами, связана с просветлением, духовной силой, соединением с Высшим Я или Богом, позволяет достичь состояния святого просветления и расширенного сознания. Личные и универсальные чакры. Надгорбовая зона за пределами тела. Контролирует взаимодействие с космическими энергиями, космической мудростью, универсальным знанием. Помогает в управлении силой, трансформацией энергии и расширением духовного восприятия. Чакры расположены по бокам и ниже, например, за пределами тела, связаны с управлением определенными аспектами энергии, защитой, а также с более тонкими уровнями сознания и интуиции. Часто ассоциируются с духовными дарами, интуицией и сверхъестественными способностями. Их функции в духовной практике – расширение сознания и постижение высших аспектов реальности, освобождение от ограничений тела и ума через активацию высших центров, взаимодействие между физическим и духовными аспектами человека, помощь в достижении состояния самореализации и гармонии. В буддизме расширенная система чакр часто ассоциируется с тонкими телами в учениях о бодхисаттвах и просветленных мастерах. Они помогают в построении тантрических практик, медитациях и активации каналов для достижения нирваны или просветления. Таким образом, чакры, дополнительные выше 12, 14 и более в расширенной системе, символизируют высшие уровни духовного развития, служат каналами для соединения с космосом, божественными энергиями и помогают в реализации внутреннего потенциала на пути к просветлению.